Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Как только Дилан вспоминает, она идет к Барану и говорит ему, что все помнят. Баран предупреждает его, чтобы он никому об этом не рассказывал, по крайней мере, храни молчание ради Чинара и не делай ничего плохого. Но Дилан очень расстроен тем, что из-за него Беран оказался в тюрьме. Джейда и госпожа Хаджер говорят Тареку, что Дилан приближается к Чинару, а Чинар удаляется от нас. Тарек наконец соглашается со словами Чинара о том, что ты не мой герой, и убеждает его пойти в школу-интернат. Когда госпожа Айхан приходит навестить Берфина, Берфин боится, что госпожа Хаджер увидит ее и хочет отвести ее в угол, но они встречают Гэжу Хаджер. Когда госпожа Хаджер спрашивает, кто эта женщина, Берфин не знает, что сказать, и говорит, что госпожа Айхан, сестра господина Акифа, пришла навестить ее. Чтобы отобрать от него даму Хаджер, Берфин говорит: «Пойдем, посмотрим на цветы», и уводит ее оттуда. Госпожа Айхан расстраивается, когда Берфин так говорит, и говорит, что это означает, что теперь она тетя Акифа. Пока Беран встречается со своим отцом, Геном Кудретом, Баран предупреждает его, чтобы он не позволил Дилану сделать что-нибудь плохое. Он говорит, что я говорил, но ты знаешь, Дилан, он хочет делать то, что считает правильным, поэтому я не был уверен. Господин Кудрет, я знаю, что это трудно, моему сыну, конечно, не думайте о Дилане. Время встречи заканчивается, когда он говорит, что его доверили нам. Господин Кудрет говорит Барану, что очень трудно оставить тебя здесь, сын мой, и прощается с ним, а Баран говорит: мы и это переживем. Когда Дилан возвращается в особняк, она вспоминает момент, когда она застрелила Хасана при попытке открыть дверь и вдруг видит, что ее руки в крови. Пытаясь очистить руки и говоря: у меня на руках кровь, он внезапно понимает, что пятна крови нет. Но когда он пытается вернуться, не заходя, говоря: «Я больше не могу поступать так с Бараном, я больше не могу поступать так с Бараном, я должен заплатить эту цену», Чинар выходит из двери и кричит ему. Когда Дилан Баран говорит: «Я пошел навестить твоего дядю», Чинар спрашивает: «Я так скучаю по нему, я тоже хочу его увидеть». «Почему ты не взял меня с собой?» Дилан Баран говорит: «Твоего дяди нет дома, место, подходящее для детей». Когда Дилан говорит, что мне пора идти, Чинар держит его за руку и не отпускает. Он говорит Дилану: «Я очень скучаю по нему, я хочу его увидеть, ты не понимаешь, ты оставишь меня, да?» Дилан говорит, что если хочешь, мы можем позвонить ему и поговорить. Приходит господин Кудрет и спрашивает, о чем в этот момент говорят эти двое друзей. Чинар говорит: «Я так скучаю по своему дяде Барану, что не мог пойти к нему, поэтому Дилан сказал: давай позвоним ему». Господин Кудрет говорит: «Я скажу Барану, может ли он нам позвонить», и говорит Дилану: «Приходи ко мне позже, я хочу поговорить с тобой, девочка». Он идет внутрь. Дилан и Чинар ждут у телефона звонка Барана, и звонок, которого они так ждали, приходит. Чинар говорит Барану, что очень по нему скучает, и просит позвонить ей, потому что есть место, куда я не могу к ней приехать. Когда Баран говорит ему, что Дилан доверен тебе, Чинар говорит: «Не волнуйся, ты защитил нас, а я защищу Дилана». Затем, когда он идет в свою комнату, чтобы нарисовать картину, которую он сказал Барану, Баран говорит Дилану: «Не забудь о Чинаре, хорошо, я люблю тебя». Дилан говорит: «Я тоже тебя люблю», и вешает трубку. Дилан подходит к Гану Кудрету и Гэже Азаде, пока они сидят, и говорит: «Папа, Кудрет, ты собирался поговорить со мной». «Госпожа Азаде, Баран нам все рассказал, мы знаем, дочь моя, но правильно, что ты остаешься здесь. Чинар тебя очень любит», говорят о том, чтобы его рубить и не оставлять в покое, но как только Дилан будет неубежденный, он говорит, что я не могу допустить, чтобы Баран спал внутри, когда я виноват. Самета избили в сторонке, его лицо и глаза были покрыты синяками. Когда Баран видит его таким, подходит к нему и спрашивает, что случилось, Джемшид зовет своего павшего брата. Самет объясняет, что единственной ценной вещью, которая у меня здесь была фотография моей семьи, и Джемшид разорвал ее, не моргнув глазом, а затем разгорелся спор.
Пока Джейда исследует множество школ за границей и рассказывает о них Тарику и Хаджер Ханем, Берфин задается вопросом, что это за решение, как маленького ребенка, который еще даже не пошел в начальную школу, можно отправить за границу. Когда Дилан приходит, слышит это и спрашивает, что вы делаете и почему вы это делаете, госпожа Хассер говорит, что у нас есть законные причины. Когда Дилан спрашивает, как ты можешь это терпеть как родитель? Ты не можешь вместить крошечного ребенка в огромный особняк. И какая ты мать, вмешивается Тарик и говорит, Дилан, хватит, ты можешь. Не разговаривай так с женой. Кроме того, это мое решение. Джейда, с моим ребенком ничего не случилось с тех пор, как ты пришел. Мы хотим для него самого лучшего. Конечно, нам будет нелегко, но мы вытерпим это ради его же блага. Когда я спрошу Тарика, разве это не его? Отец согласен со мной, дорогой, он отвечает «да». Когда Дилан говорит «нет, ты не можешь этого сделать, я не позволю», Джейда говорит, что мы не спрашиваем твоего разрешения, поэтому нас не волнует, разрешишь ты это или нет. После того, что он услышал от барана Самета, он идет к Джемшиту, говорит ему встать и бьет его кулаком, в результате чего у него из носа течет кровь. Джемшит невинно спрашивает, «Баран, ага, что я тебе сделал?» Когда Джемшит встает и пытается напасть на барана, баран его избивает. Когда Берон хватает его за воротник и поднимает, он дает ему пощечину, говоря, что так его не бьют. Когда приходит охранник и спрашивает, что здесь произошло, все во дворе палаты говорят, что споткнулись и упали. Когда Джемшита везут в лазарет, баран ага говорит, эта проблема здесь не останется. Пока Дилан думает о том, что сказал баран в саду, и беспокоится о том, что делать, к ней приходит дядя Ахмед и спрашивает, как она. Когда Дилан спрашивает, как мне быть, скажем, с дядей Ахмедом все в порядке, дядя Ахмед соглашается, говоря, что вы переживаете трудные времена, вы правы. Когда Дилан говорит, что не знает, следует ли ей слушать свой разум или сердце, дядя Ахмед советует ей прислушаться к своему сердцу. Пока Хаджер Ханем выводит Берфина и ругает его, почему ты вмешиваешься в дела, которые не входят в твои обязанности, Акиф видит их. Поскольку она не хочет, чтобы Джейда и Тарик отправили Чинара за границу, ее ругают, а госпожа Хаджер выгоняет ее, говоря, чтобы она ушла и не появлялась в моих глазах. Когда Берфин уходит и садится в саду, Акиф не может вынести ее слез, подходит к ней и говорит, «Не позволяй никому расстраивать тебя, ты очень добрая, заботливая, очень хороший человек, не позволяй им обращаться с тобой». «Как будто ты не такой», — громко плачет Берфин. Акиф Берфин поддерживает его, говоря, «Я не говорю тебе, чтобы ты плакал, пожалуйста». Когда Дилан приходит в ее комнату и ложится на ее кровать, она вспоминает, как баран сказал, «Ты должен скрыть эту правду, ты должен хранить молчание ради нас и Чинара». Когда Дилан говорит, «Я знаю, что Чинар нуждается в нас, но я не могу вынести, чтобы ты принес в жертву своего кота ради меня», баран вспоминает разговор, в котором он сказал, «Я сделаю для тебя все» и пытается заснуть, говоря, «Я люблю тебя, дорогая», когда они оба ложатся. Когда Дилан просыпается, он расстраивается, когда понимает, что крепко обнимает подушку, как баран. Она думает, этого не может случиться, ты не можешь поступить так с бараном, и быстро встает с постели. Доброе утро, Акиф Берфин, интересно, как твои дела, писатель? Мне лучше, спасибо за поддержку. Кстати, прошу прощения от имени моей мамы. Если сможете передать это сестре Айхан, она напишет. Акиф, главное сейчас, чтобы с тобой все было хорошо, моя тетя рано или поздно тебя поймет, пишет она. Пока госпожа Азади сидела в гостиной без сна, пришел Хаджер и спросил, «Разве вы не заснули, госпожа Азади?» Она сказала, «Как я могу спать?» Хаджер говорит, «Хасан в могиле, баран в тюрьме, то, что мы переживаем, совсем непросто». Хаджер говорит, «Вы правы, ведь это ваш ребенок, людям грустно». В то время как госпожа Азади плачет и говорит, «А Хасан, а он никогда не переставал творить зло», госпожа Хаджер говорит, «Вы не можете возлагать всю вину на Хасана, вымыть руки и отойти в сторону, вы не можете навредить своим дитя, ты пытался сделать все хорошо, этого бы не произошло, если бы Хасан не был хорошим». Госпожа Азади спрашивает, что ты имеешь в виду, Хаджер?
Хаджер говорит, возможно, пришло время оторвать от всего руки и вернуться на родину, или ты останешься и втянешь себя в еще большую катастрофу. Когда Хаджер уходил, господин Кудрет подошел к нему и спросил, что случилось, мама. Хаджер тебя беспокоит. Госпожа Азади сказала, что она сказала такие слова, что каждая из них пронзила мое сердце, как кинжал. Я совершил много ошибок, сын мой. Да простит меня Бог, но я не прощу себя, пока живу. Дилан хочет поговорить с стариком о Чинаре, только в первую очередь она его поймала. Дилан говорит, что истории у всех разные, я не знаю, через что вам пришлось пройти, но я жила с мачехой, поверьте, это очень тяжело. Когда Тарик говорит, что это не имеет никакого отношения к этой проблеме, Дилан говорит, что на самом деле так и есть. Если бы он меня хоть немного любил, в моей жизни не всегда отсутствовала бы часть меня. Мой отчим очень любил меня, я всегда знал, что он был за моей спиной. Ты очень важен для Чинара, Тарака, ты гора позади него, и если гора позади него рухнет, он тоже рухнет. Он умоляет, не делайте этого, не разрушайте Чинар. Когда Тарик сказал, я все равно не хочу этого делать, Дилан ответил, я знаю, но образование очень важно, я согласна, но проявлять любовь в этом возрасте важнее. Как ты можешь ласкать ее волосы и любить ее, когда она не с тобой? Посмотри на это с точки зрения Чинара. Позвольте мне сказать вам, Чинар подумает, что ее не любят и о ней не заботятся. Ты не узнал Тарака Чинара, Чинар поймет, что это для его же блага. Когда ты говоришь, что я должен сделать это для его же блага, ты не Дилан, подумай еще раз, это последний раз, когда я это сделаю. Поговорить с вами об этом вопросе, пожалуйста, не отказывайтесь от Чинара, не прогоняйте его и не уходите. Госпожа Хаджер немедленно приходит к вам и говорит, что она недостаточно отравила Чинара, теперь она пытается отравить вас. Решение принято, не пытайтесь изменить решение, Тарик. Госпожа Айхан рассказывает Акифу о том, что произошло, говоря, что она сделала то, что он сказал, и пошла в особняк Гэжи Берфин. Когда Акиф защищает ее, говоря, что у нее есть законные причины, госпожа Айхан злится и говорит, «Ох, как быстро ты забыл свою бывшую жену, через что тебе пришлось пройти из-за ее лжи». Акиф злится на нее и говорит, что Берфин все еще не такой человек. Когда Дилан говорит Чинару, что собирается увидеться с Бараном, Чинар тоже хочет приехать, но Дилан напоминает ей, что это место, куда не могут ходить дети. Дилан разговаривает с Чинаром, как будто прощаясь, и говорит, что ее дядя Баран вернется и всегда защитит ее. Когда Чинар спрашивает, «Ты будешь со мной?», Дилан пытается уйти, не отвечая. Когда Дилан говорит, что ему пора идти, Чинар пытается остановить его, но кричит, «Хорошо, но ты придешь быстро, верно? Обещай мне, что придешь». Однако глаза Дилана наполняются слезами, и он оставляет этого человека. Когда он выбегает из особняка, Чинар машет ему рукой из окна. Госпожа Хаджер хранит пистолет неизвестного происхождения в коробке в своем шкафу. На этот раз Дилан и Акиф вместе приходят навстречу к Барану. Дилан обнимает его, как только видит. Когда Дилан садится и говорит, «Я принял решение и сдаюсь», Баран говорит, «Нет, Дилан, я этого не допущу». Дилан говорит, что я не позволю тебе лежать здесь невинно. Пока Баран говорит, «Мы не будем смотреть в прошлое, ты не сдашься, это мое последнее слово», Дилан вспоминает момент, когда в Хасана стреляли, и вспоминает, что когда она выстрелила, она промахнулась, но она услышала, как Хасан сказал, «Кто ты?». А потом он говорит Барану, что был кто-то еще, «Я не убивал Хасана». Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.